Вот, сама шеф-повар, индийская женщина, принесла нам еду. Не пью, не курю, только работаю. Да, причины разные. Встреча с друзьями, какие-то корпоративы на работе, вечеринки. Во время того, как писаете, оставляете частички мозга в унитазе. И для моих подписчиков есть сюрприз. Знаете, так приятно. Я вот пришла в кафе, еще не успела ничего заказать. И тут вот хозяин ресторана вышел, значит, с подносом. Там было 2 коктейля, манго. Все так, вот виноградики еще остались, все так со льдом, 2 бутылки пива. Ну, я, конечно, не потребляю алкоголь. И коктейли у меня тоже безалкогольные, потому что те люди, которые меня знают, они знают, что я не пью. Не пью, не курю, только работаю. Не пью, не курю, сексом не занимаюсь. Только работаю. В общем, служу Египту. Да, я себя чувствую так, что я служу этой стране. Серьезно. Бесплатно служу. Ну вот за какие-то такие моменты дружеские. На 5-й год жизни я поняла, что я очень люблю эту страну. И вот у нас такая взаимная любовь. Я очень много делаю хорошего для Египта, ну а египтяне, соответственно, для меня. Мне очень приятно. Это я выражаю сейчас такую любовь. Вот, кстати, сижу в ресторане Вок-Вок, который находится в Каусере. Мы сейчас еще будем кушать тут. Если я нахожусь в компании людей, которые выпивают, я такая же веселая и смешная, как они. Ну, потому что я могу быть смешной и слегка чокнутой без алкоголя и без всяких там прикурок. Главное, мозг не засорять, и он будет выдавать смешные моменты, это я вам гарантирую. Уважаю мусульманских людей, в частности египтян, что они не употребляют алкоголь. Ну, может, там и употребляют где-то там, это самое, так, немножко. Но основная масса нет, поэтому респект и уважуха. Кстати, подготовлю тему интересную. Начну с того, что от акулы умирает 5 человек в год, а от комаров около 1 миллиона человек в год. Машины – это 1 400 000 в год. Но, видите, это не очень интересно. Вот, а акула устраивает шоу. На эту тему мы с вами еще поговорим, очень интересное видео сделаю. Ну а сейчас я как бы настраиваюсь на ужин, вернее, обед, перетекающий в ужин. Вот такая здесь у нас жизнь. Скоро я расслаблюсь и готовить ничего не буду. Хотя Маркус мне и так уже сказал, что я плохо готовлю. Ну потому что, понимаете, у меня талант в другом. Ну, в другом у меня талант. У меня нет времени готовить. Вот, сама шеф-повар, индийская женщина, принесла нам еду. Ой, you are from India? Yes. Really? You are so beautiful. Thank you. So cute. Spring roll. Ой-ой, сегодня объемся. Боже, как вы меня уже избаловали. А ну, соус райта, это у нас рис и курица тандури. Вот, одно индийское блюдо. Курица тикка масала и рис. Все, такой вот у нас вкусный, приятный, классный обед. Какой интересный памятник, говорящий сам за себя. Ну что ж, хорошенько пообедали, теперь можно и поговорить. Мои дорогие подписчики, у меня к вам вопрос. Почему люди употребляют алкоголь? Да, причины разные. Встреча с друзьями, какие-то корпоративы на работе, вечеринки, день рождения, Новый год. Много-много разных поводов, а итог всегда один – разрушение организма и смерть. Почему об этом не говорят на каждом шагу, что алкоголь разрушает организм, как только вот он проникает с первым глоточком вовнутрь. После одного выпитого стакана алкоголя вы теряете около 100 000 клеток мозга. Благополучно это выводится с мочой, то есть вы элементарно во время того, как писаете, оставляете частички мозга в унитазе. Скажем так, как есть. Потом сердце. Очень большой удар по сердцу. Со временем сердце заплывает жиром, и оно, конечно же, так больше не может работать. И отсюда всякие там инфаркты и тому подобные заболевания сердца. Печень. Невероятный удар по печени. Умирают клетки печени, и на это место как бы зарастают клетки, жировые клетки, и начинается что? Цирроз, там, рак печени и другие заболевания. Ну а после этого уже смерть. Желудок. Разрушается слизистая желудка. От этого всякие заболевания. Гастрит, язва, рак. Поджелудочная железа. Вот вам, пожалуйста, панкреатит. Кишечник. Разрушается микрофлора внутри, нарушение пищеварения и так далее. То есть попросту пища не всасывается, а гниет в организме.
И как организм может жить, если он не получает микроэлементов, элементарных, самых необходимых? Человек, употребляющий алкоголь, проживает за год 2 года. То есть так изнашивается организм. И вот эти всякие латентные алкоголики, которые употребляют немножечко вечером, а после работы расслабиться, они очень сильно обсуждают настоящих алкоголиков, но которые там где-то уже там поют, валяются и, в общем, лечатся. Или не лечатся, а умирают. Но они сами не понимают то, что употребление даже бутылочки пива – это тоже алкоголизм, потому что ваш организм уже требует. Это уже зависимость. Любая зависимость – это плохо. Создайте другие зависимости, господа. Если так уже получилось, что вы поняли, что надо лечиться, значит, нужно лечиться. Также очень важно, кто живет с токсичными людьми или с людьми, у которых расстройство личности. Те партнеры тоже спасаются алкоголем, потому что им нужно как-то эту психику расслаблять. Вот, чтобы она, не знаю, уходила от этих стрессов и перегрузок. В России от алкогольной зависимости в год умирают около 500 тысяч людей. Представляете, как много вот так вот просто добровольно уйти из жизни. Еще за это заплатить очень много денег, потому что, чтобы разрушить себя, нужно систематически в это вкладывать. Ужасно звучит, но это факт. Женский алкоголизм. Женщина – существо по своей природе более эмоциональное и более легко впадает в зависимость. По сути, в любую зависимость, но сегодня мы говорим о алкогольной зависимости. Страдает детородная система. Господа, это очень плохо. Потом женщины не могут забеременеть, потом с ребенком какие-то проблемы. Это же не все так просто, понимаете? Одно дело мужчина и другое дело женщина. Женщина должна быть как сосуд, чистый сосуд, потому что в этом сосуде создается жизнь, ребенок. Не знаю, почему об этом так мало говорят, наверное, мне придется говорить. Так что вот так, мои дорогие подписчики, вот такая ситуация на данный момент. Может быть, ощущение несчастья вот толкает человека туда, может быть, решить какие-то проблемы, но на самом деле это только на время человек может забыть проблемы. Вот я жила в России 19 лет, и вот в какой-то момент я себя почувствовала несчастливой. Вот я достигла определенных там высот в моей области тренерской деятельности, и я почувствовала, что я как будто бы вот в своем городе я все сделала. Знаете, вот такое у меня ощущение сложилось, что я все сделала. И я когда сюда прилетела, у меня такой начался новый виток жизненный. Причем не только у меня, у многих людей. Здесь просто главное себя направить как бы на правильный путь, темп задать, стимулы и все. И, в общем, здесь очень интересно жить. Если, допустим, вы чувствуете то же самое, что что-то как-то не так, пожалуйста, приезжайте сюда, в Хургаду. Здесь классная жизнь, классное настроение всегда, хорошие овощи, фрукты, климат, море. В общем, много факторов, которые вас сделают счастливыми. Все вы, конечно, знаете, что я занимаюсь недвижимостью. И для моих подписчиков есть сюрприз. Если вы приобретаете недвижимость у меня, я вам возвращаю кэшбэк. Это определенный процент, который зависит от суммы покупаемой квартиры. Кстати, они очень бывают хорошие. Почему нет? Все координаты я оставлю под видео. Пишите, звоните, и я вам помогу. Я вам помогу стать счастливой и что-то в жизни поменять. Общалась с большим количеством людей, проживающих здесь, уехавших с наших стран. И вот они мне рассказали, как повлиял Египет на их жизнь, что им дал Египет. Кстати, я планирую с ними тоже встретиться, и вы все услышите и увидите. Ну что ж, мои дорогие подписчики, буду с вами прощаться. Солнышко уже садится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там также очень много ценной информации. До скорых встреч. Пока-пока.